Эй, ребята, прикиньте, в Америке был пойман настоящий злодей, который не только совершил ужасные вещи, но и умудрился обрасти кучей поклонниц. Поверить сложно, но ему даже писали восторженные письма и заваливали откровенными фотками, надеясь, что его простят. И, наконец, финал. Ему вынесли максимальное наказание. Меня зовут Нокс, и сегодня мы разберем, кто такой Уэйд Уилсон и как его жуткие поступки привели к совершенно невероятной популярности. Поверьте, правда шокирует. Новость о преступнике быстро распространилась в интернете, но она вряд ли привлекла бы столько внимания, если бы не одно любопытное обстоятельство. Имя злоумышленника полностью совпадает с именем одного из самых популярных персонажей Marvel – Уэйд Уилсон. Более того, его прозвище тоже оказалось схожим, хоть и слегка измененным – убийца Дэдпул. Такое совпадение вызвало определенный резонанс. Как и герой комиксов, этот человек также не испытывал угрызений совести при мысли об убийстве. Однако, в отличие от болтуна-наемника из вселенной Marvel, реальный Уилсон был осужден на смертную казнь в 2024 году за убийство первой степени и другие серьезные обвинения. Ранее он уже имел проблемы с законом, включая кражи со взломом, крупные хищения и применение огнестрельного оружия. Так кто же это, реальный Уэйд Уилсон? Уэйд Стивен Уилсон появился на свет 20 мая 1994 года в семье несовершеннолетних родителей и был усыновлен Стивом и Кэндис Уилсон. Он рос в Таллахасси, штат Флорида, где учился в средней школе Чайлз. Уже в юном возрасте Уилсон приобрел репутацию проблемного подростка, связанного с мелкими правонарушениями и употреблением наркотиков. Кроме того, он перенес несколько черепно-мозговых травм в детстве и подростковом возрасте, что, по его собственным словам, впоследствии усилило его ощущение внутренней нестабильности. Первые столкновения Уилсона с законом произошли в 2012 году в округе Леон, когда он участвовал в ряде инцидентов, связанных с кражами со взломом, насилием и использованием огнестрельного оружия. В ноябре 2013 года его осудили за кражу со взломом и крупное хищение, и он находился в заключении до сентября 2014 года. В 2015 году против Уилсона были выдвинуты обвинения в сексуальном домогательстве и похищении. После того, как одна женщина заявила, что он напал на нее в ее машине после вечеринки. Тем не менее, жюри оправдало его по этим обвинениям. В 2017 году Уилсон вновь попал в тюрьму за кражу огнестрельного оружия и оставался там до июля 2018 года. Позднее, в этом же году, его имя всплыло в деле Денис Уильямс, которая была признана виновной в сговоре с целью убийства своего супруга. Во время расследования Уилсон предположительно пытался фальсифицировать доказательства и даже предложил устранить Уильямса. В феврале 2019 года его бывшая подруга сообщила о случае, когда он якобы напал на нее и попытался задушить. Несмотря на первоначальные обвинения в похищении и изнасиловании, следствие отказалось предъявить ему эти обвинения из-за недостатка доказательств и действующего запрета на контакты. 1 июля 2019 года Уилсон был задержан за избиение. 7 октября 2015 года произошло двойное убийство, виновником которого стал Уэйд Уилсон. В тот роковой вечер он оказался в баре города Кейп-Коралл, штат Флорида, США. Здесь он встретил 35-летнюю Кристин Мелтон. После непродолжительной беседы девушка пригласила его к себе домой. Она и представить не могла, что вместо приятного вечера ее ждет смерть. Уилсон задушил Кристин, оставил ее тело в постели и угнал машину с территории дома. В этот же день позднее он заметил 43-летнюю Диану Руис, которая направлялась на работу. Он остановил автомобиль рядом с ней и спросил дорогу. Из доброты душевной женщина села к нему в машину. Там он напал на нее, задушил, выбросил из машины, а затем переехал ее тело около 20 раз, пока оно не стало похоже на спагетти. Не в силах больше держать в себе этот страшный секрет, Уилсон позвонил своему биологическому отцу и признался ему в преступлениях. Отец заманил его в ловушку и вызвал полицию. За неделю до вынесения приговора Уэйда Уилсона допросил невролог, доктор Марк Рубина. По его оценке, преступник получил травму головы в 2 серьезных автокатастрофах, а также сотрясение мозга во время игры в футбол и бейсбол. Мозг подсудимого был ненормальным,
Кроме того, была увеличена лобная доля, что могло повлиять на поведение Уилсона, особенно в сочетании с наркотиками, которые он принял в ночь перед преступлениями. Бывшая девушка Уилсона подтвердила, что в трезвом состоянии он был совсем другим человеком, но однажды напал на нее, находясь под воздействием кокаина. Приемные родители Уилсона обратились к суду с письмом, в котором рассказали, что их воспитанник ускользнул от них в подростковом возрасте, внезапно впал в депрессию и паранойю и начал употреблять наркотики. Во время суда, несмотря на предоставленные данные о психическом состоянии Уилсона, эксперты стороны обвинения настаивали на том, что употребление наркотиков сыграло большую роль в его поведении. Адвокаты защиты, в свою очередь, подчеркнули, что наркотическая зависимость могла негативно сказаться на способности Уилсона контролировать свои поступки в момент совершения преступления. Биологический отец Уилсона, Стивен Тестасека, выступил свидетелем против сына, рассказав суду о телефонном признании последнего. По словам мужчины, его сын признался, что сбил Руис машиной, осознавая, что та еще жива, однако не смог объяснить мотив своих действий, ограничившись фразой «Я просто захотел так сделать». 8 из 12 присяжных рекомендовали смертную казнь для Уилсона. В итоге 9 проголосовали за казнь за убийство Мелтона, 10 за убийство Руис. Судья Николас Томпсон утвердил оба смертных приговора. Уилсон подал апелляцию в Верховный суд штата Флорида. Приговор Уилсону вызвал общественный интерес и споры, сопровождавшиеся многочисленными просьбами о помиловании. Это дело подняло вопросы о взаимосвязи между психическими расстройствами, криминальным поведением и системой правосудия. Широкое освещение в СМИ было связано не только с самим преступлением, но и с тем фактом, что имя Уилсона совпадает с именем популярного персонажа комиксов Marvel – Уэйда Уилсона, известного под псевдонимом Дэдпул. Общественная реакция оказалась смешанной. Одни выражали сочувствие из-за проблем Уилсона с психикой, тогда как другие осуждали его за жестокие преступления. После вынесения обвинительного приговора в июне 2024 года стало известно, что убийца получил от своих поклонников и сторонниц примерно 4000 писем и 754 фотографии, из которых 163 оказались неприличного характера и содержали интимные материалы. Эти фанаты умоляли суд изменить смертный приговор на пожизненное заключение для их кумира. Сообщалось, что причиной агрессивного поведения Уилсона могли стать продолжительное употребление наркотиков и недиагностированное психическое расстройство. Фанаты Уилсона не смогли убедить судью смягчить приговор убийцы до пожизненного заключения. Когда судья объявил смертный приговор, зал заседаний взорвался аплодисментами. Сам Уэйд в этот момент остался совершенно безразличным. На его лице не отразилось никаких эмоций. Во Флориде осужденные могут ожидать исполнения смертной казни около 14 лет. Все это время они содержатся в одиночных камерах, получают трехразовое питание и практически весь день проводят в изоляции. Им запрещено посещать общие зоны тюрьмы. Находясь в тюрьме в ожидании суда по делу об убийствах, Уилсон сделал несколько татуировок на своем лице, включая свастику под правым глазом и другую на боковом участке головы. В 2020 году Уилсона и его сокамерника обвинили в попытке побега, связанной с взломом окна камеры. Сообщается, что именно Уилсон был главным организатором этой попытки, а также пытался найти автомобиль для побега. В 2023 году Уилсон признал себя виновным в контрабанде наркотиков в тюрьму в обмен на снятие обвинений, связанных с попыткой побега. Ему назначили штраф и 12-летний срок лишения свободы, который он должен будет отбывать параллельно со смертной казнью. Также в 2023 году Уилсон пережил передозировку наркотиками в тюрьме округа Ли. Этот случай стал основанием для проведения расследования отделом шерифа округа Ли. Расследование выявило схему нелегального ввоза наркотиков в тюрьму. В итоге, помимо Уилсона, обвинения были предъявлены еще 4 лицам. Смотрите далее, и вы узнаете о самых громких смертных казнях в истории США, а также о тех, которые привели в исполнение в 2024 году.
26 декабря 1862 года в Дакоте состоялась самая масштабная казнь в истории США. Когда одновременно повесили 38 человек за убийство и изнасилование, совершенные в условиях военного времени. 16 июня 1944 года в США был казнен 14-летний Джордж Стини, ставший самым молодым человеком, казненным в Америке в 20 веке. Чернокожего подростка осудили за убийство 2 несовершеннолетних белых девочек в Южной Каролине. Спустя 70 лет, в 2014 году, приговор был пересмотрен. И Джордж Стини был посмертно оправдан как жертва судебной ошибки. 24 января 1989 года был казнен известный серийный убийца Тед Банди, Получивший прозвище «нейлоновый убийца» за использование нейлоновых чулок для удушения своих жертв. Количество его жертв варьируется от 30 до 100 молодых женщин, убитых в 1970-х годах. 10 мая 1994 года в штате Иллинойс был казнен другой печально известный серийный убийца Джон Уэйн Гейси. С 1972 по 1978 год он совершил изнасилование и убийство 33 человек. В марте 1980 года Гейси был приговорен к 21 пожизненному заключению и 12 смертным казням. 11 июня 2001 года в городе Терре-Хот, штат Индиана, был казнен ультраправый террорист Тимоти Маквей. Ранее он был осужден за теракт 19 апреля 1995 года в федеральном здании имени Альфреда Мара в Оклахома-Сити, в результате которого погибли 168 человек и более 680 получили ранения. Этот теракт считался крупнейшей атакой на территории США до событий 11 сентября 2001 года. 15 ноября 2002 года в штате Вирджиния был казнен исламский террорист Амаль Кази, гражданин Пакистана. В 1993 году он открыл огонь по машинам сотрудников ЦРУ, убив 2 и ранив 3. 18 июня 2010 года в штате Юта был расстрелян осужденный за убийство прокурор Ронни Ли Гарднер. Этот метод казни вызвал широкую критику общества. Гарднер стал 3-м расстрелянным в США с 1976 года и остается последним на сегодняшний день. Он выбрал расстрел как способ казни до того, как эта практика была запрещена в Юте в 2004 году. В 2004 году казнь через расстрел официально разрешена лишь в штате Оклахома. Житель Северного Техаса, 44-летний Джейсон Торнбург, был приговорен к смертной казни за серию ужасающих убийств, потрясших общество. В сентябре 2021 года Торнбург убил 3 людей в городе Эйлес, расчленил и сжег их тело, объясняя свои действия как человеческие жертвоприношения. Жертвами стали 1 мужчина и 2 женщины. Торнбург заманивал их в номер мотеля, где совершал убийство, а затем расчленял тела в ванной. Останки он прятал в мусорных мешках под кроватью, а потом вывозил их в пластиковых контейнерах на свалку, где сжигал. Пожарные, приехавшие на место происшествия, нашли обгоревшие фрагменты тел, что положило начало расследованию. Торнбурга арестовали благодаря видеозаписям с камер наблюдения, которые запечатлели его автомобиль возле мусорного контейнера в момент пожара. На допросе он признался в убийствах, заявив, что действовал по религиозным причинам, услышав голоса, призывавшие к жертвоприношениям. Помимо этих преступлений, Торнбург также сознался в убийстве своей бывшей девушки Таны Бегай в 2017 году и соседа по комнате Марка Джуэла в мае 2021 года. В первом случае он сжег тело, чтобы скрыть следы избиений, во втором инсценировал взрыв газа. Защитники пытались доказать, что Торнбург невменяем, ссылаясь на его диагноз шизофрении и слуховые галлюцинации. Однако присяжные отвергли эту версию и признали его виновным, подчеркивая, что он представляет угрозу для общества. Прокуроры охарактеризовали его как воплощение зла, отметив, что Торнбург использовал Библию как оправдание своих деяний. Родственники жертв выступили в суде, надеясь на справедливость и сравнивая Торнбурга с сатаной. Теперь Джейсон Торнбург ожидает исполнения приговора, которое может затянуться на несколько лет из-за обязательного апелляционного рассмотрения.
В американском штате Оклахома 19 декабря прошла последняя в 2024 году казнь. Казненным оказался 45-летний мужчина, обвиненный в убийстве 10-летней девочки. Мужчину казнили в его собственный день рождения путем введения смертельной инъекции. Ранее его прошение о помиловании было отклонено Советом по помилованию и условно-досрочному освобождению Оклахомы. Соединенные Штаты Америки остаются одной из немногих стран, где все еще практикуется смертная казнь. Она назначается за наиболее тяжкие преступления. К высшей мере наказания могут быть приговорены как мужчины, так и женщины. Однако в последние годы многие штаты отказываются от применения смертной казни за преступления, не имеющие отношения к убийству. А теперь, друзья, я хочу вам сделать очень интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего Telegram-бота, ссылка в описании.